Уху, это долгожданная целым одним человеком третья часть прохождения. Не тот видос. В конце прошлого видео я оставил небольшую пасхалочку, недвусмысленно намекающую на возможное продолжение. И даже несмотря на то, что прошло уже столько времени, свое обещание я все же выполню. Поэтому, после двухгодичного перерыва, снова возвращаемся к первоначальной теме моего канала, а точнее к Plants vs Zombies. И в этой части я планирую пройти все оставшиеся с прошлого раза режимы и, соответственно, получить золотой подсолнух. А то этот как-то непрезентабельно выглядит. Но перед началом зацените интро. Зомботаника. Первая мини-игра и сразу же кардинальные изменения. Если в оригинальном PvZ нас атаковали всякие там грехострелы с орехами, то здесь весь уровень состоит просто из кучи сложных зомби, которые в режиме приключений доставляли кучу проблем. Первые несколько попыток я надеялся пройти, используя в основном инстакилл растения, но по итогу еле как доживал даже до первой волны, потому что пытаясь убить гаргантюа какой-нибудь кукурузной пушкой, я мог случайно задеть зомби с газетой, и происходили вот такие ситуации. И спустя 3 неудачные попытки я решил вообще отказаться от кукурузных пушек и взял звездоплоды с чомперами. И как выяснилось, для этого уровня эта комбинация подходит вообще идеально. Чомперы в этом моде это вообще единственные растения, которые могут ваншотнуть газетчиков, потому что все остальные инстакилл растения по типу кабачков и вишен только сбивают ему газету и не более. Собственно, поэтому тактика с пушками и неэффективна против них. Причем комбинация эта настолько сильная, что мне даже тыквы не пригодились. Гаргантюа даже не успевали подойти к растениям, как уже умирали. Ну и как оказалось по итогу, уровень этот не такой уж и сложный. Но вот следующий. Эту мини-игру пройти невозможно, буквально, она непроходимая. Автор, видимо, решил отыграться на ней сполна, потому что такой дикий спавн зомби после второй волны я никак иначе объяснить не могу. Сначала все идет еще более-менее нормально, зомби немного, орехов для того, чтобы отбивать их атаки хватает, но стоит только выйти вот этому челу с флагом, как начинается пиздец. Орехи на конвейере выдаются очень редко, взрывные вообще не попадаются, а зомби тем временем идет вот столько, и как их убивать не ясно. Но мы тут так-то золотой подсолнух получаем, а значит этот уровень пройти все равно как-то нужно. И решение я нашел, причем довольно неожиданное. Помните коды, которые нам дает древо мудрости, когда мы его выращиваем? Большинство из них здесь были изменены, и теперь они не просто добавляют различные визуальные эффекты, но и имеют свое предназначение в геймплее. Так вот, один из таких Дэнс, помимо того, что заставляет зомби танцевать, также еще и превращает обычные орехи во взрывные, если ввести его во время уровня. И в боулинге это тоже работает, что нам собственно и нужно. Теперь просто остается без остановки спамить этим кодом, чтобы каждый новый орех становился взрывным. Ну и с кучей взрывных орехов в арсенале уровень становится в разы легче, в конце я даже ни одной газонокосилки не потерял. Игровой автомат. Как мы знаем, основная цель этого уровня набрать 2000 солнц, а так как в этом моде у нас буквально в 2 раза больше солнца, по идее, эта мини-игра должна была стать легче, но на деле все не так просто. Видите ли, это все еще хардмод, и поэтому такая его главная отличительная черта, как дохуя зомби, здесь по-прежнему работает. Но так как при создании оригинальной мини-игры не бралась во внимание возможность спавна 4 зомби с ведром на одной линии, растения нам даются слабенькие и очень мало. При таком раскладе единственной выигрышной стратегией здесь остается только пытаться собрать из солнца как можно быстрее, по возможности задерживая зомби, но и надеясь на всякие подгончики от автомата по типу этого. Но даже придерживаясь своей безупречной тактики, пройти этот уровень я смог все равно только с 4-й попытки, потому что автомат просто отказывался давать мне то, что нужно, нагло забирая все мое солнце. Но вот в победный автомат аж трижды выдал мне по 200 солнышек, так еще и помимо этого 3 подсолнухами наградил, хотя даже так я был на волоске от проигрыша. Но если вы думаете, что этот уровень сильно зависит от рандома, то вашему вниманию дождь из семян. Эта мини-игра и в обычном-то PvZ крайне непредсказуемая, а тут... О, чтобы вы понимали, насколько этот уровень рандомный, вот вам для наглядности этот кусок геймплея. А теперь этот. Вы, наверное, спросите, в чем прикол? А прикол в том, что это 2 момента из одной и той же попытки. Вот настолько у меня состав лужайки поменялся. И именно из-за этой хаотичности уровень становится очень сложным, потому что сложно выстроить адекватную оборону, когда у тебя почти в самом конце поля одиноко стоит кабачок, которому даже некого задавить. Добавляйте к этому 5 волн, катастрофический дефицит места, и получится идеальное описание этого уровня. Большая часть атакующих растений выполняла роль живых щитов тупо, чтобы задержать зомби, и это не потому, что орехи с этим плохо справлялись, а потому что орехов просто не было. Я думаю, не стоит объяснять, насколько сильно усложняли прохождение могилы, которые вообще не оставляли места для растений. Особенно смешно, когда в самом начале выпадает несколько могилоедов, когда они абсолютно бесполезны, а потом они прекращают падать вовсе. В победной же попытке мне реально везло на всякие инстакилл растения и высокие орехи, которые мало того, что долго сдерживают зомби, так еще и под конец убивают всю скопившуюся толпу под ними. Под конец моя лужайка даже не выглядела так жалко, как в прошлые разы. Этот бедняга, наверное, чувствует себя самым бесполезным грибом в мире. Что ж, поддержим бедолагу лайками и пойдем к следующему уровню. Упыренный. Вообще не думал, что подобные уровни будут вызывать у меня затруднения, но чтобы вы понимали, вот такие здесь зомби, а вот такие растения. Делайте выводы. Единственная верная тактика здесь будет, пожалуй, просто максимально быстро пытаться искать комбинации, чтобы зомби не успевали дойти до дома, и постоянно обновлять лужайку, чтобы находить эти комбинации еще быстрее. Действительно помогали здесь разве что звездоплоды с их огромным уроном и стрельбой сразу по нескольким линиям. Ну и стена орехи.
Тут, я думаю, не нужно объяснять почему. Кстати, у этой и некоторых других мини-игр есть одна интересная особенность. При выполнении цели, которую ставит уровень, всем зомби на лужайке наносится урон, от которого они должны умирать. Но из-за того, что в этом моде некоторым зомби увеличили здоровье, футболист и зомби с газетой в конце уровня не умирают. И вот мне стало интересно, что будет, если я проиграю после победы. Как бы странно это ни звучало, и я решил проверить. Собственно, вот. Нормально. Зомби-невидимка. Я уже даже не знаю, стоит ли уточнять на каждом уровне, что он сложный, потому что здесь все сложные. Растения здесь довольно слабые, сами видите, а зомби очень много, так я их еще и не вижу. Хорошо, хоть газетчиков не было, а то я бы точно не прошел. В оригинале, кстати, 3 стрелы на конвейере не выдавались, только обычные горохи, да и зомби на тарзанке не было. Я не особо понимаю, автор хотел все-таки упростить уровень или усложнить. Управился я за 4 попытки, но это были очень долгие 4 попытки, потому что на уровне целых 4 волны. Первые разы мне с растениями вообще не везло, и ближе к 4-й волне всю мою лужайку просто выедали. Но вот в победной попытке мне выпадало довольно много 3 стрелов, так что у меня даже получилось выстроить неплохую оборону и под конец даже всего одну косилку потерять. Следующий уровень... Ладно, забираю назад свои слова о том, что здесь все уровни сложные. Ну это вообще смешно, кроме звездофрукта для прохождения вообще ничего не нужно, ну серьезно. Эта мини-игра идеально подходит для всяких челленджей по типу прохождения с 2 слотами или без подсолнухов. Я ни на кого не намекал, все совпадения случайны, и этот кролик никак не связан с ютуберами с похожими никнеймами. Упыренный поворот. В отличие от обычного упыренного, здесь нужно менять местами не 2 растения, а 4. Не знаю, зачем я это рассказываю, учитывая, что я просто кликал в рандомные места в надежде, что тут что-то повернется. Этот уровень вообще хоть кто-то проходил как надо? Тактика не поменялась. Я также старался как можно быстрее набрать 100 совпадений, пока меня просто не съели. На удивление, я его даже с первой попытки прошел, хотя по идее он должен быть сложнее обычного. Будем считать, что я просто профессионал. О нет, сложный уровень, что же делать? Фух, еле прошел. Большие проблемы, маленькие зомби. От уровня 3.5 он почти не отличается, разве что волны теперь 4 и появился зомби с лестницей. Не особо сложно, но ближе к концу стало слишком много футболистов и все поле заняли могилы. Я даже прописал код на взрывные орехи, чтобы подстраховаться. Вряд ли, конечно, я без него проиграл бы, но тем не менее чуток уровень он облегчил. Интересный факт. У танцующего зомби с дверью пропадают руки и дверь. Что делать с этой информацией, думайте сами. Так, что там у нас дальше? Ох, бля... Помните 4-й уровень крыши, на который я потратил 10 попыток? Смело можете забыть, на этот у меня ушло 28, и это еще не считая бесконечных рероллов. Поначалу можно даже не понять, в чем подвох. Растения здесь улучшены, зомби не такие уже жесткие, да и в оригинале уровень никогда трудностей не вызывал. Что может пойти не так? Все, блять. Эта мини-игра просто не щадит, посмотрите, как я проиграл на самой первой попытке. На большой волне зомби вылезает из могилы, попадает в только что переместившийся портал. Тот портал ведет к другому порталу, который телепортирует его сразу в самый конец лужайки, и он, пританцовывая, заходит в дом. Но что же делает этот уровень таким сложным? Сейчас объясню. В первую очередь, это очевидно могилы. Они и на других уровнях были проблемой, но на уровне с 4 волнами и с и так критическим недостатком места, которое обеспечивают порталы, эта проблема становится особенно острой. Они жирают больше половины поля, оставляя под оборону только первые 4 линии. А суть-то в том, что для нормальной обороны нужно минимум 6 линий. Места, как вы понимаете, крайне не хватает. Вторая проблема — количество и механика появления зомби. Если с количеством еще все понятно, их тут очень много, то что насчет механики? По какой-то причине на линиях с порталами зомби спавнятся гораздо больше. Если портал появляется слишком близко к концу поля, то зомби на этой линии появляться вообще меньше не перестает. Скорее даже наоборот, их становится еще больше. Я даже не знаю, задумка это автора мода или так было и в оригинальной игре, но когда зомби вот столько, это реально становится огромной проблемой. Но в этом ли самый пиздец? Не в этом. Есть еще третье, что вкупе с первым и вторым делает уровень просто невозможным. Это, как ни странно, сами порталы. Опять же, понятия не имею, виноват в этом автор мода или такое было и в обычном PvZ, но порталы здесь появляются очень странно. Обычным делом было, когда один портал появляется в самом начале лужайки, а другой в самом конце. И вы серьезно думаете, что на этой линии не пойдет зомби? Из-за этого и некоторых других обстоятельств эта мини-игра становится невероятно зависимой от рандома. Но как же я тогда ее прошел? И тут снова пригодился чит-код. Но не Дэнс, орехи здесь и так взрывные. Код Дейзис полностью прекращает появление могил на лужайке, и в условиях полного отсутствия могилоедов, и напоминаю, 4, не переставайте держать это число в голове, 4 волн, это очень полезно. А еще из-за него после смерти зомби появлялись цветочки. Ну это так, к слову. Но решение этой проблемы просто сделало уровень проходимым, ничуть легче он все равно не стал. На самом деле от меня тут мало чего зависело, мне оставалось только надеяться на удачное расположение
расположение порталов и хорошие растения на конвейере. И несколько таких попыток у меня даже было, но по итогу я сливался просто из-за того, что у меня не оказывалось лишнего кактуса, чтобы сбить зомби на шаре, либо ореха, чтобы остановить газетчика. Но вот финальная попытка с самого начала не подавала никаких надежд на успех. Не было ни пней, ни орехов, ни грибов судьбы, только сплошные грохострелы, которые мне уже и ставить некуда было. Порталы были в очень неудачных местах, так что зомби могли спокойно перескочить с одного конца поля на другой. Но к окончанию уровня все резко поменялось в лучшую сторону. Появились орехи, грибы, порталы ушли в самый конец лужайки, где зомби до них просто не могли добраться. Даже скопившиеся грохострелы пригодились мне, чтобы задержать одного газетчика. И да, по итогу этой мини-игрой я также прошел. Сказать, что я был тогда рад, это ничего не сказать. Смотрите, даже как я орехом от счастья вертел. Следующая мини-игра, колонна, как вы ее видите. Чё, блять? Следующая мини-игра Ряды далась мне на удивление с первой попытки, хотя даже в оригинальной игре у меня с ней иногда возникали проблемы. Растения здесь, кстати, в самом начале уровня всегда фиксированные. Сначала идет мина, потом орех, арбуз, магнит, кофейный боб и снова арбуз. А после чего они начинают выдаваться уже случайно. И вот с этими случайными растениями мне довольно сильно повезло, потому что мне дали аж еще 2 арбуза и кучу перцев. По итогу под конец уровня мне даже оборону не сильно поломали. А ведь могло быть и так. Еще я, кстати, только сейчас заметил, что у меня почему-то не появлялись могилы. Скорее всего, это, конечно, из этого кода, но тогда непонятно, почему из зомби не выпадали маргаритки. Ну ладно. Следующий уровень. Опа, это что тут такое? Удачи на бобслее. Я ненавижу этот уровень. По худшим уровням в Plants vs Zombies на втором месте. О, Рэндом Шорт, ты что тут делаешь? Ну все, тихо, тихо, не возмущайся. Удачи на бобслее. Даже несмотря на то, что в обычном ПВЗ многие считали эту мини-игру одной из самых сложных, здесь она невероятно простая. Кто не знает, прочность зомбони совсем немного больше, чем у зомби с ведром. А бобслеисты и вообще даже слабее обычных зомби, потому что выдерживают 170 урона, в то время как обычные зомби целых 200. Так что по сути, на этом уровне нас атакуют только зомби с ведром и инвалиды, которые даже слабее обычных зомби. Ну и учитывая, сколько растений в этом моде усилены, этот уровень вообще никаких трудностей не вызывает. Перепроходил я его аж трижды, но это не потому, что я 2 раза проиграл, а потому что в тех попытках я использовал слишком имбовые стратегии, мне становилось стыдно, и я принимал решение перепройти еще раз. В первой попытке я засадил весь бассейн звездоплодами. Очевидно, прошел. Во второй раз решил использовать менее сильные растения и взял горохометы, но как выяснилось, здесь они еще сильнее, чем звездоплоды. Ну и в третий раз я совсем психанул и решил пройти только 3 стрелами и чомперами, и даже так получилось. В общем, как вы понимаете, уровень этот совсем легкий. Зомби легкий, зомби быстрый. Этот уровень я честно пытался пройти не имбовыми растениями, но, как видите, успехом это особо не увенчалось. Как выяснилось, мракогриб против футболистов очень слабый, и действительно, кто бы мог подумать. Ну и вооружившись арбузами, рогозами и прочими приколами, даже учитывая, что все эти растения очень дорого стоят, уровень у меня пройти все-таки вышло. А вот от этого уровня подвоха я точно не ждал. Поначалу все шло даже хорошо, зомби было немного, да и шли они не особо быстро, а потом началось это. Если прошлые уровни усложнялись за счет всяких там новых механик, влияния рандома и подобного, то здесь все проще, элементарно устают пальцы от постоянного кликания. Я даже попробовал оставить могилу только на 2 соседних линиях, чтобы не приходилось постоянно уводить курсор в противоположную часть экрана, но даже так зомби спокойно прорывались. И после еще одной неудачной попытки я понял, что дальше так дело не пойдет, и как программист со стажем смог написать целых 2 строчки кода, в которых переназначил долбежку зомби с мышки на 2 соседние кнопки клавиатуры. Зачем? Чтобы кликать вот так вот быстро. И это, кстати, реально работает. Можно оставить курсор между 2 рядами с могилами и просто долбить 2 пальцами по клавиатуре. Разве что иногда придется отвлекаться на убирание лишних могил, и у зомби будет появляться шанс прорваться, но для таких случаев в конце поля у меня стояли мины. Еще напоследок я решил немного поиздеваться над инвалидом и погонял его своим деревянным молотом, но не стал долго мучить и просто убил. Последний рубеж. На самом деле этот уровень открывает довольно большой простор для разных интересных комбинаций растений и тактик, так как у нас в запасе целых 8000 солнца, и растения мы можем ставить без задержки. Вы же не думаете, что при таком разнообразии способов прохождения этого уровня я просто возьму и засажу все поле звездофруктами? Так ведь? Да? Зомботаника 2. И на этот раз, кстати, действительно зомботаника. Главная проблема этого уровня в том, что действие тут происходит на заднем дворе, а то есть тут есть бассейн, а это значит, что я могу использовать рогозы. Вы посмотрите, какие они лютые, а это я всего 6 штук посадил. Гораздо интереснее было бы попытаться пройти этот уровень без них. Кстати, хорошая идея, надо попробовать. Вы этого не видели. Боулинг 2. Держа в голове печальный опыт с прохождением первого боулинга, я сначала даже и не пытался пройти этот уровень честно, но потом я увидел на ютубе видео, где его прошли без чит-кодов и охуел. Естественно, я тут же побежал проходить его самостоятельно, и хоть и не с первой попытки, но у меня вышло. Когда я проходил его в первый раз, я реально очень сильно недооценивал большие орехи, хотя один такой может всю линию выкосить. Разве что газетчиков они убить не могут, но никто не запрещает добить их обычными орехами. Если сравнивать с первым боулингом, то этот уровень легче в разы. Дальше у нас прыг-вечеринка. Не понял.
Дальше у нас каток, футбол, газета, дверь, фонарный столб, вечеринка. Ситуация здесь точно та же, что и с зомботаникой. Это просто уровень с кучей разных зомби, только теперь на крыше. Но такое решение понять можно, потому что если бы здесь были просто зомби с пога, то они бы пососали. Не думаю, что вам будет интересно в очередной раз смотреть на каждую мою неудачную попытку, где я по какой-то причине думал, что смогу пройти этот уровень, используя только арбузы и горохострелы, так что вот он сразу удачная. Арбузы, кукурузные пушки и чомперы. На самом деле я уже использовал похожую тактику на нескольких прошлых попытках, но не использовал чомперы, а они, как выяснилось, затащили мне весь уровень. Еще, кстати, проходя этот уровень, я заметил, что в этом моде чомпер стал не только дальше атаковать, но еще и время пережевывания им зомби уменьшилось с 42 секунд до примерно 28. И да, я реально сидел с секундомером и замерял, сколько он жрет зомби. В оригинале перезарядка атаки чомпера действительно неоправданно долгая. Как бы да, он может убить почти любого зомби одним укусом, и для баланса его способности нужен откат, но явно не 40-секундный. Но в хардмоде, как по мне, чомпер сбалансировали идеально, и желание использовать его появляется гораздо чаще. Ну и последняя мини-игра. Хотя нет, не буду проходить ее сейчас, лучше оставлю под конец, чтобы видео эпично закончить. Тогда давайте перейдем сразу к пазлам. На самом деле я их проходил вообще в самую последнюю очередь, то есть даже после выживаний, но сделаем вид, что я изначально придерживался правильной последовательности. Первый же уровень вазобоя отчетливо показывает нам, что думать здесь нужно будет побольше, чем в оригинале, и просто в самом начале разрушать все вазы, а потом выпавшими растениями добивать оставшихся зомби, как это любил делать я, не получится. Как минимум потому, что уже с первого уровня убрали кабачки, и стало явно больше зомби с ведром. А еще зомби с дверью и с ведром. Несколько попыток сдержаться и не сломать все вазы разом, и уровень пройден. Еще, кстати, из-за того, что в этом моде из зомби после смерти периодически выпадают солнышки, фонарь становится доступен в обычных уровнях вазобоя, а не только в бесконечном. Но толку от него особо не было, использовал я его зачастую просто как дополнительное препятствие для зомби, да и просвещать вазы зачастую было незачем. Второй уровень, и тут даже экспертам в игре не надо быть, чтобы заметить, что его изменили, причем сильно. Тут нам дают только саппортов и инстакил растения, но и зомби при этом очень сильные. И тут тактика с разбиванием всех ваз со старта работает наоборот хорошо, потому что пытаться взрывать каждого зомби по отдельности у нас не выйдет из-за того, что бомб слишком мало, а на какого-нибудь гаргантюа нам нужно целых 3. Не без помощи рандома, который вырулил мне всех футболистов на 3 соседних линиях, чтобы я мог смачно взорвать их вишенкой, уровень я прошел. Угробил я на него, кстати, целых 9 попыток, но на самом деле это не так уж и много, потому что в сравнении с какими-нибудь порталами, где на попытку уходило минут 15, здесь они длятся секунд по 50. В Вазобой 3 и из примечательного здесь только то, что зомби-танцора заменили на гаргантюа. И да, все мои комментарии к уровням будут сводиться к сравнению с оригиналом. В остальном же уровень особо сложнее не стал, я его даже с первой попытки прошел. Гипногрибы здесь работали замечательно. 4-я ваза, и тут что-то поинтереснее. Из растений нам дают кучу ветродуев и 4 мины, а из зомби только танцоры и прыгуны. Каких-то особых тактик тут не придумаешь, поэтому просто спамим бловерами, пытаясь нанести хоть какой-то урон, и добиваем оставшихся минами. Звучит хоть и просто, но тем не менее прошел я ее только с 3-й попытки. Ну бывает. 5-й уровень и... Уровень как уровень, ничего примечательного даже. Да и 6-й. И 7-й. Я даже не знаю, что тут комментировать. Уровни после 4-го даже не меняли никак, да и проходятся они запросто. Просто уровни из оригинала, но с некоторыми фишками из хардмода, да и все. Так что давайте сразу к я зомби. И тут ситуация еще смешнее. Я даже не знаю, как этот режим может хоть у кого-то вызывать трудности. На протяжении 3 частей я рассказывал о том, как усилили в этой модификации зомби и как трудно с ними бороться, а теперь нам дают за них поиграть. На первом же уровне нам дают непробиваемого футболиста, на втором зомби с дверью и с ведром, и как это можно вообще воспринимать всерьез. Но все-таки немного баланса в этот режим добавили, из посолнухов выпадают не обычные солнца, а маленькие, но думаю, не стоит уточнять, что прохождение это вообще никак не усложняет. Но давайте, чтобы вам не было так скучно, коротко пробежимся по всем уровням. На первом уровне я заспамился футболистами, на втором обычными зомби, предварительно дав выяснить всю оборону зомбям с дверью. На 3-м сначала зачистил самые слабые ряды, заработав солнышки, добил выживших ведроидами. На 4-м помимо зомби с лестницей вообще почти никого не использовал, они и так хорошо справлялись. На 5-м, заработав солнышек, пустил на один ряд кучу ведроидов, а остальные зачистили зомби на шарике. На 6-м... Ну вы поняли. На 7-м приходилось обезвреживать каждую мину и чомпер отдельным зомби, и танцор, кстати, в этом сильно помог. 8-й уровень, и опять фармим солнышки, избавляемся от мешающих растений по типу магнитов и кабачков, и без проблем выедаем все ряды. И на последнем 9-м уровне я сначала провернул гениальный мув, запустив зомби на тарзанке забрать посолнух, а потом, заработав солнце, отправил футболиста зачищать целый ряд. А потом еще одного. И еще одного. Все, пазлы официально пройдены. Кстати, я тут между делом на накопившиеся деньги решил себе древо мудрости прикупить. Деньги тратить все равно некуда. Реально мудро. Ну и последний непройденный раздел — выживание. И даже тут не обошлось без изменений. Теперь на обычных выживаниях вместо 5 волн будет 10, привыкайте. Хотя в первую очередь, конечно, было бы неплохо привыкнуть мне. Выживание день. Сначала я хотел полностью посвятить первые 2 волны начальному развитию и взял побольше подсолнухов, а также мракогрибы. Мой план заключался в том, чтобы ближе к началу поля посадить пару линий мракогрибов для убийства зомби, а на оставшееся место выставить кучу подсолнухов, чтобы к 3-й волне у меня уже было несколько тысяч солнца. И вроде бы идея даже неплохая, если бы не одно но. 3-я волна встретила меня одним неприятным сюрпризом. Из всех возможных зомби мне попались именно футболист и зомби с газетой. А у меня для обороны напоминают только вот эти дебилы. Заранее было понятно, что у меня нет шанса, но я не сдался и с горем пополам прошел еще 2 волны. Только вот на этом приколы не закончились, газетчик попался мне снова. Ладно, допустим, потерплю еще 2 волны с ним.
И знаете что? Он мне попался еще раз. В 3-й раз подряд. Только сейчас еще и с футболистом. Не, ну я, конечно, извиняюсь, но это все-таки рестарт. Во второй попытке я был посообразительнее и не стал на первых порах с головы нырять в экономику. И когда игра снова подсунула мне эту комбинацию из зомби, к этому я уже был готов. Ну вернее нет, я все равно был в ахуе от своего невезения, но тем не менее отпор я дать им смог. Но и уже с выстроенной обороной оставшиеся волны проблем у меня не вызывали. Можете вот в перемоточке посмотреть. Выживание ночь. Я решил использовать тактику с чесноком и мракогрибами, руководствуясь логикой. Ну, это обычное выживание, так что по идее гаргантюа тут не будет. Но вот в чем загвоздка. Про существование зомбони и других зомби, для которых чеснок не помеха, я, конечно же, забыл, чем и воспользовался зомби-танцор, чтобы съесть один из моих грибов. Но если эта проблема легко решается тыквой либо вторым чесноком, то вот как решать эту проблему, я что-то не знаю. Хотя нет, вспомнил. Никак. Сначала эти деспоты полностью выили мой нижний ряд, потом верхний, оставив только арбуз, ну и так понемногу они мне выгрызали все растения. Что ж, ладно, хотя бы не проиграл, есть еще шанс все восстановить. Да ну чё опять? Либо в выживаниях сильно повышен шанс на зомби с газетой, либо эта игра меня просто ненавидит. Вообще в таких ситуациях самая идеальная стратегия это просто спамить чомперами, что я в принципе и делал. Ну и вкупе с заморозкой газетчиков это вполне успешно сдерживало. Наконец-то последние 2 волны. Я уже даже не удивлен. Ну и тактика не меняется, также спамим чомперами и оживляем чеснок. Фух, этот кошмар закончился. Кстати, из-за того, что здесь волн больше, чем положено, игра, видимо, думает, что я прохожу этот уровень уже не в первый раз и дает мне мешок монет вместо кубка. Но денег у меня еще с мини-игр много накопилось, так что не страшно. Выживание с бассейном. Не обращайте внимания на то, что у меня тут уже 2 волны пройдено. Это я на стримах баловался. Заткнись, дебил! Заткнись, заткнись, заткнись. Заткнись. Если сосед смотрит твой стрим и сверлит одновременно, да он чмо, значит? Да ты, блин! Я когда, видимо, пошел к двери, он подумал, что я к нему иду. Ему ебало бить. Так что там с прохождением? Бассейн и так слишком легкий, поэтому особо запариваться с обороной я не стал. Первые 4 волны игра мне щадила, выдавая таких вот зомби, но уже с 5-й по традиции появились вот эти ребята. Но к тому времени я уже успел засадить все поле всякой имбой, и ни тот, ни другой для меня никакой угрозы не представляли. Еще 4 скучные волны, на которых я только могилу убирал, тыквы ставил, и все, пройдено. Туман. А вот тут все уже шло далеко не так гладко. В первый раз у меня произошло вот это, и мне пришлось рестартнуть. Со второй попытки все сложилось уже куда удачнее. После 2 потерянных газонокосилок я смог выстроить хоть какую-то стартовую оборону из мракогрибов в бассейне и чесноков на крайних рядах. Я, конечно, мог со старта высаживать камыши, но я решил себе дать небольшой челлендж, пройти хотя бы первые 2 волны без них, а то они могут вообще любой водный уровень раз в 10 легче сделать. На этот раз игра подавалась мне чуть дольше, чем обычно, не до 5-й волны, а аж до 7-й, выдавая мне всяких там зомби с пога и с дельфинами, но потом произошло вот это. Встретить здесь гаргантюа я уж точно не был готов. Как вы понимаете, урона от дымогриба и парочки арбузов как-то маловато, чтобы убить эту громадину, а уж тем более, когда их идет сразу несколько. Это понял я и решил укрепить свою оборону кукурузными пушками. Как выяснилось позже, это была не самая лучшая идея, потому что импы спокойно их выедали. Но даже так волну я все-таки пережил. Ну и на финальной уже, к счастью, никаких гаргантюа не было, и я почти без проблем получил свой заслуженный мешок монет. Выживание на крыше. И снова та же ошибка. Со старта взял жутко дорогие растения, даже не обдумывая, чем мне защищаться на первых порах, и естественно зомби тут же задушили меня количеством. Рестарт. Ну вот так-то явно лучше. И хоть начало у меня задалось поуспешнее, чем в прошлый раз, в дальнейшем мне это не сильно помогло, потому что появились вот эти ребята. В один момент я умудрился словить столько неудачных таймингов, что они заруинили мне все прохождение. Вот смотрите, я собирался выстрелить пушкой в толпу зомби, как вдруг за секунду до приземления снаряда зомби с коробкой умудряется взорвать 2 моих ореха, и обезумевшие газетчики, не видя перед собой препятствий, бегут уничтожать мои растения. А в это же время, пока я пытался спасти нижние ряды, на верхних, как выяснилось, тоже не хватало ореха, и сейчас там также вовсю едят мой огород. И по итогу, из-за одного неудачного совпадения, я потерял свои арбузы, пушки, чомперы, орехи, дымогрибы и вообще все, что я высаживал на протяжении прошлых волн. Я, конечно, попытался восстановить потери, но почему-то отдал больше приоритет не чомперам, а дымогрибам, и вы сами понимаете, что потом произошло. Да. В финальной попытке я снова решил воспользоваться комбинацией из чеснока и мракогрибов и снова забыл про зомбони и остальных. Но мне, видимо, очень сильно повезло, потому что ни в одной из 10 волн они так и не появились. Зато на 2 предпоследних появились зомби с коробкой и немного подгадили мне под конец. Благо их взрывы хотя бы грибы не задевали. Ну и с какой-то там по счету попытки последнее обычное выживание я прошел, дальше только хард. А вот теперь сложные выживания. И есть одна проблема, тут они реально сложные. Если на обычных было по 10 волн, то здесь их вообще 20, а то есть по 4 за каждый заход. И это я сейчас не подвожу к тому, что их невозможно пройти, не подумайте. Я к тому, что на всех усложненных выживаниях я использовал плюс-минус одну и ту же стратегию, разве что немного изменяя ее под особенности локации. Но надеюсь, скучнее от этого прохождения не станет. Выживание день, хард. Начиная проходить, я уже наперед знал, что буду делать, и поэтому после ликвидации первых нескольких зомби с помощью мин и кабачков сразу же начал высаживать горохометы. А принял я решение их использовать, потому что в этом моде их
их очень сильно бафнули. Да настолько, что их комбинацию с пнями можно смело считать самой имбовой в игре. Но сначала о самих горохометах. Я уже мельком это затрагивал, когда рассказывал про мини-игры, но теперь давайте я объясню, что именно изменилось. В этом моде они стреляют вообще без задержки, сначала по 4, а потом по 2 горошины. Это и без того огромный урон, а мы его еще и удваиваем пнями, и того наш дамаг в секунду равен 12 горошинам, а это только один горохомет. А что будет, если поставить таких 3? Ну, во-первых, будет самая мощная и непробиваемая оборона в игре, а во-вторых, будет ебейший фреймдроп, потому что количество проджектайлов на экране колоссальное. Но не волнуйтесь, я не садист и постоянно показывать лагающий геймплей я вам не стану, по возможности буду ускорять. Против такой обороны сосет даже зомби с газетой, я уже молчу про всяких там Гига Гаргантюа. Но вот проблемой могут стать зомби с чуть более продуманными механиками, чем просто бездумно идти вперед и поедать растения. Например, вот землекопы. Ну и кстати, действительно стали, только не здесь, а уже ночью. Да, все-таки эта тактика не идеальна. Землекопы заруинили вообще все. Ну или заруинил все я, потому что слишком затянул с посадкой пней, из-за чего у меня было в 2 раза меньше урона, чем могло бы быть. По итогу один газетчик с удовольствием вывел весь мой ряд, и там начали образовываться вот такие вот ОПГ. Ну и я думаю, вы догадываетесь, чем все закончилось. Попытка вторая, на этот раз будем учиться на своих ошибках. Снова высаживаем скорострелы, пни, дымогрибы и... что-то опять пошло не так. Лучше не используйте магниты, когда на уровне из землекопа, и не повторяйте моих ошибок. Еще и могилы начали вылезать прямо на моих пнях, которые, к слову, по какой-то причине посчитал нужным не брать на эту волну. Ну ладно, это из превьюма, тем более на следующей волне попались не такие уж и душные зомби. А, нет, беру свои слова назад. Кто-нибудь мне объяснит, почему не взял сюда зонтики? Зато набрал кучу каких-то бесполезных штук. По итогу минус все мои мракогрибы и единственный подсолнух. Неприятно. Ну и последняя волна, а точнее последние 4 волны, даже несмотря на этих ребят, были на удивление самыми простыми. Оборона уже выстроена, оставалось только могилу убирать и тыквы ставить. Бассейн Хард. Ну вы понимаете, да? Чтобы сбалансировать эту локацию, нужно, наверное, чтобы на первой же волне появлялся Гига Гаргантюа, да и то сомневаюсь, что камыши с ним не справятся. Без труда развился, также просто прошел. Под конец моя лужайка даже выглядела как неплохой задел на стратегию для бесконечного выживания. Как минимум 20 волн у меня с ней продержаться получилось. Думаю, до 100 тоже нетрудно было бы дойти. Туман Хард. По классике высаживаем спорогрибы, копим солнце, ставим камыши, и идеальное начало уже положено. Тут я даже начал высаживать горохометы не с первой волны, а вообще с 5-й, но даже это особо не сыграло против меня. Чеснок и мракогриб тоже довольно хорошая комбинация. Ну и по итогу выстроил точно такую же оборону, как и на дневном бассейне. Оставалось только убирать могилы, чтобы они не вырастали прямо на растениях. На удивление, кстати, за все выживание почти не было сложных зомби, только чел с газетой на 9-й волне, да и все. Никакие футболисты или гаргантюа за 20 волн ни разу не попались. Вроде бы и повезло, а вроде бы и пофиг, потому что ни те, ни другие мне все равно ничего не сделали бы. И наконец крыша. Прошлые 4 выживания были просто затишьем перед бурей, здесь начался настоящий хардкор. Тактика, которую я использовал раньше, теперь по понятным причинам не работает, поэтому нужно как-то выкручиваться. На этот раз никакого четкого плана действий у меня не было, и я начал пробовать разные тактики, чтобы в конце концов найти рабочую. Начал я как всегда с пушек, но я думаю, вы не удивитесь такому обороту событий, я проиграл. Игра очень любезно предоставила мне комбинацию зомби, полностью контрящих мою оборону. Куча зомби с лестницы делали просто бесполезными мои орехи, зомби с газетой с радостью этим пользовались и обезвреживали мои пушки, но непробиваемые футболисты огромной оравой завалились ко мне в дом. Следующими на очередь пришли мои любимые мракогрибы в связке с ледяными арбузами. Идея была в том, чтобы заруинивших мне игру зомби с лестницы использовать себе на пользу и дать им расставить свои лестницы на все тыквы с мракогрибами. Таким образом, обычные зомби без всяких там драндулетов никак взаимодействовать с грибами не смогли бы, а вот грибы с ними еще как. Но игра отказалась идти мне на уступки, и за все волны они мне просто ни разу не попались. Но тем не менее, такая оборона показала себя вполне достойной и без этого. Проиграл я лишь из-за собственного затупа, не успев сдуть зомбей на шариках. В остальном проблем почти не было, и поэтому я решил использовать эту супер тактику снова. И тут я почувствовал себя самым невезучим человеком в мире, потому что вот. А на следующей же волне и вот. Комбо из зомби, которым просто все равно на моих мракогрибов и которые спокойно их давят. Угу. Ну и 4-я попытка. Тактика все та же, только теперь на передних рядах я еще и начал спамить орехами. На самом деле от этого мои грибы стали практически бесполезными, но меня тогда это почему-то не волновало. И даже несмотря на появление зомбони, дважды подряд уровень я все-таки прошел. И я даже сам не особо понимаю как, потому что душили меня знатно, особенно катапульты, когда у них заканчивались снаряды, и они просто начинали ехать вперед. Зонтики, кстати, здесь тоже очень сильно спасали, потому что если бы не они, то я лишился бы своих арбузов в первые секунды после появления катапульт. А они так-то оставались моим последним источником урона, так как все грибы уже съели, и потерять их для меня было бы очень критично. А вот и заслуженные 5 монет. Мне кажется, за прохождение хард выживания в хард-моде эта награда как-то маловато. Ну ладно, главное, что хотя бы прошли. А это, кстати, тем временем было последнее выживание. Получается, теперь мы действительно прошли все. Ладно, почти все. Все-таки осталась одна мини-игра, которую я специально оставил на потом для такого момента. До достижения нашей цели остался буквально один маленький шаг. Это был очень долгий путь, и сейчас он наконец закончится. Думаю, закончить 3-ю часть так же, как и 2-ю, будет весьма символично. Вот вам эпичная финальная битва.
Бля, не, вы меня извините, но я не могу сделать из этого что-то эпичное. Но он слишком быстро развалился, но это просто смешно смотреть. Без преувеличения, даже в оригинальном PvZ босс был сложнее, просто потому что в этом моде у перца есть способность замораживать зомби, которых он не может ваншотнуть. Таким образом, с перцем или ледогрибами его можно обездвиживать просто бесконечно, пока катапульты будут его месить. Это точно финальный босс? Золотой подсолнух мы, конечно, получили, но закончить видео на таком кринжовом моменте я уж точно не могу. Думаю, вы уже замечали вот эти кнопочки снизу в разделах с мини-играми, пазлами и выживаниями. А если нажать на третью из них, то хоба, и у нас тут еще целая страница контента. Да, вы все правильно поняли, на прохождении основных режимов я останавливаться не собираюсь. Сейчас мы будем проходить секретные мини-игры. Ой, точнее, вы на самом лучшем YouTube-канале по игре Plants vs Zombies. И сегодня, как я обещал в одном из видео, я покажу вам не попавшие в релиз мини-игры. Не забывайте про лайки и комментарии, этим вы очень сильно увеличиваете шанс попадания видео в рекомендации. Приступаем. Художественный вызов Стена Ореха. Казалось бы, что вообще может пойти не так на подобном уровне? Ну, по сути ничего, но у меня особый случай. Сначала мне стало интересно, что будет, если я пропишу дэнс. Я прописал, орехи стали взрывными, а на эти клетки взрывные орехи, как выяснилось, не ставятся. Я, конечно, попытался сделать из красных орехов небольшую обводочку для красоты, но думаю, игра этого особо не оценила. Попытка вторая. Никаких больше чит-кодов. Отражаем атаки зомби, засаживаем поле орехами, начинается вторая волна, мне остается посадить один орех, и тут происходит это. Хорошо, третья попытка, взял могилоед, вторая волна, вылезает могила, сейчас уберу. Могилоед не ставится на эти клетки. Четвертая попытка. Я знаю все возможные сценарии развития событий, сейчас все точно пройдет нормально. И да, действительно, поставил последний орех прямо перед началом второй волны. ЗЗММ, ака солнечный день. Опа, давно не виделись. В первый раз я, как всегда, взял какую-то дорогущую фигню, которую даже не успел высадить, и пришлось переиграть. Во второй же все прошло уже более-менее нормально, хотя набор растений у меня все равно был странноватый. И, кстати, не думайте, что я совсем уж дурачок и не учусь на своих ошибках. Это вы сейчас смотрите все режимы по порядку, а я, например, этот уровень проходил еще даже не притронувшись к выживаниям, так что да, я не дебил. Ну и взяв растения подешевле и самое главное чомпер, все мои проблемы мигом решились. В оригинале, кстати, суть этого уровня была в том, что здесь с неба падали большие солнышки, дающие по 50 солнца. Но так как тут такие падают по дефолту, то по сути это просто обычный уровень без всяких приколов. Причем уровень крайне скучный, потому что сидеть и месить одних и тех же зомби 5 волн подряд надоедает ровно в тот момент, когда ты полностью выстраиваешь свою оборону. Но вам очень повезло, что я добрый и не показываю уровни целиком. Unsoded. Не спрашивайте, чего я пытался добиться этим набором растений, я и сам уже не помню. Сначала я пытался играть от мракогрибов, и все шло даже неплохо, но на второй волне выяснилось, что я забыл могилоед. Переигрывать сразу я не стал и начал сдвигать свои растения назад, потому что могилы занимали все свободное место. И я даже как-то смог пройти несколько волн, но слился от ускоренного зомби с флагом. Проворачивать это все по новой мне было лень, и поэтому я просто взял кукурузные пушки и прошел очевидно без труда. Большое время. На этом уровне просто увеличены орехи, подсолнухи и ромашки. Да, в этом вся его особенность. Зомби тут тоже довольно простые, так что никаких запутанных стратегий тоже выстраивать не придется. И, кстати, уже третья мини-игра подряд эксплуатирует эту конченую идею искусственно затягивать уровни, делая на каждом из них по 5 волн. Но даже на выживаниях зомби хотя бы время от времени менялись, и из-за этого было не так скучно, а тут просто на второй волне высаживаешь все растения, которые хотел, и дальше тупо сидишь, солнышки собираешь. А пойти заниматься своими делами, пока уровень сам проходится, нельзя, потому что из земли постоянно лезут могилы. Ну и, кстати, вот вам интересный факт. У зомби с дверью и ведром магниты в первую очередь забирают ведро. Все подписываемся на мой научпоп канал. Художественный вызов подсолнуха. Не знаю даже, что можно про него рассказать. Ну тут просто нужно было построить фигуру подсолнуха. Ну построил. Управился за 5 минут буквально, как-то слишком легко. А вот и первая измененная мини-игра, воздушный рейд. Ну по крайней мере в оригинале она называлась так. Изменили ее причем целиком и полностью. А теперь объясняю, что тут вообще происходит. Подсолнух и вообще любые растения, дающие солнце, мы тут взять не можем. С неба солнце тоже не падают, зато вместо них нам дают семена ветродуя. Единственный способ получать тут солнце — это убивать зомби и надеяться на рандомное выпадение солнца с них. А еще тут 4 волны, что сильно осложняет ситуацию. В первый раз я, конечно, не знал, что это за уровень, и набрал бесполезных для него растений, и очевидно проиграл. Во второй же раз суть уровня я уловил, и все прошло довольно гладко. Зомби тут слабые, так что из атакующих растений у меня было только по 3 дыма гриба на 2 рядах, а на остальных я посадил магниты и чеснок. Могилоед у меня тут был, но тратить по 50 солнц на одну могилу, которые и так часто появляются, мне не хотелось. Прикольный уровень, но лучше бы на него заменили какой-то другой, например, самый первый, который и так без изменений остался. А то воздушный рейд у меня любимой секретной мини-игрой был, ну после ледяного уровня, конечно, он вне конкуренции. Кстати, про ледяной уровень, он у нас как раз следующим идет. Здесь в него даже можно поиграть, но каких-то особенностей, как у других, у него нет, просто уровень с бассейном. Но все же есть у него одна интересная фишка. После прохождения всех 5 волн и убийства последнего зомби, игра покажет вам... вот это. Такая же табличка появляется на других уровнях после проигрыша, а тут, судя по всему, после победы. А еще почему-то после ее появления у меня в конце бассейна пропал камыш, с чем это связано я без понятия. Ну и из-за этой шуточки от разработчика уровень, как вы понимаете, технически пройти невозможно. Хотя по сути я это сделал, просто награду не получил. Высокая сила тяжести. Суть уровня кроется в названии. Снаряды от горохов, катапульт и других стреляющих растений притягиваются к крыше, не долетая до цели, а зомби на шаре не надо сдувать, он и так приземляется. Но что странно, кукурузным пушкам гравитация почему-то не мешает, и они могут спокойно пуляться кукурузой куда угодно. Этим я в принципе и воспользовался и закукурузил зомби до смерти. Оцените игру слов в комментариях, пожалуйста. Граф Денджер, могила опасна. Ночь, режим.
опять у нас радость только ананас. Челлендж этой мини-игры в том, что здесь на протяжении всего уровня будут появляться могилы. Только есть одно но. Они у меня и так появлялись во всех уровнях на протяжении всего прохождения. Это буквально самый обычный ночной уровень, тут даже зомби каких-то особых нету, только с ведром и конусом. Но волн тут хотя бы не 5, уже спасибо. Can you dig it? Но вот эта фигня с кучей орехов, короче. Я бы, конечно, мог опять понагнетать и сказать, что этот уровень непроходимый, а потом придумать какое-то супер крутое решение проблемы под эпичную музыку, но я думаю, вы и так уже натерпелись от меня этих приколов, так что не буду. В общем, этот уровень даже не предназначен для прохождения. На конвейере тут выдаются только горохострелы, а такие толпы зомби ими не убить. Но на помощь пришел очередной чит-код, только на этот раз это действительно чит. Код пиньята просто отключает возможность проиграть, буквально. Да, это нечестно, но и уровень тоже абсолютно нечестный, так что все нормально. И посидев вот так перед монитором 12 минут, уровень я, формально прошел. Темная штормовая ночь. Но тут даже рассказывать нечего. Если к прошлым скучным уровням я еще умудрялся какие-то шуточки придумывать дебильные, то тут даже пошутить не над чем. Дважды слился от чего-то элементарно, потому что не видел, что происходит, на третий раз прошел. И это, кстати, единственный в этом видео уровень, в котором я использовал кактусы, настолько они бесполезные. Хотя конкретно здесь их сквозной урон на 3 зомби все-таки неплохо так помог. Но под конец снова все чуть не заруинили могилы, которые просто не оставляли места под растения, и из-за этого сильно страдал ДПС. Ну, собственно, как и всегда. Еще один скучный, но в меру сложный уровень пройден. Тарзаночный блиц. Тут ситуация идентична с маленькими зомби, боулингом и колотушкой. Это тоже обычный уровень из режима приключений, перенесенный в раздел с мини-играми. Но если там он был довольно легким, то тут он почему-то очень сложный. Я даже сначала подумал, что не смогу его пройти, и забил на него на какое-то время, но уже полностью пройдя игру, решил вернуться и попытаться снова. То ли мне с растениями повезло, то ли еще что-то, но после нескольких неудачных попыток я все же эту мини-игру прошел. Ну и как итог, прохождение одной секретной мини-игры не засчиталось, еще одну прошел только с чит-кодом, но остальные смог пройти честно. Но для получения золотого подсолнуха их прохождение было все равно не обязательно, так что пофиг. И кстати, из-за хронометража видео у меня скорее всего будет сильно страдать удержание аудитории, поэтому чтобы оно хоть как-то продвигалось, я просто закончу его прямо сейчас. Ахахахахаха.